Здравствуйте, меня зовут Роман Удот, я занимаюсь наблюдением за выборами. Цель этого ролика — показать вам новый интерактивный инструмент по визуализации электоральных данных, показать, как с ним работать на примере данных с выборов Единого дня голосования 2023 года. Основная особенность этого инструмента, что впервые у нас появилась возможность интерактивно работать с диаграммой Шпилькина. Теперь каждый может стать сам Шпилькиным, ему не нужно строить формулы и разбираться в распределениях, на которых он основан, этот метод. Метод Шпилькина был открыт, как ни странно, не Шпилькиным. По крайней мере, первым о нем написал американский исследователь Джон Брэди Кислинг. Несколько работ его было, и они начинались где-то в 1998 году, они касались армянских выборов, потом он сравнивал эти свои находки с выборами в Америке, Америка и Армения. Так он нашел свой метод, пришел к нему. Позднее этот метод был параллельно заново открыт Сергеем Александровичем Шпилькиным. Он его развил, популяризировал, и поэтому до сих пор этот метод называется методом Шпилькина в России. Хотя Сергей Александрович даже, насколько я знаю, ни в какой статье не описывал его, в отличие от Кислинга. Но я просто хотел сказать, что это было 20 лет назад, и 10 лет назад мы уже стало общим местом строить графики и размещать их, простите господи, в ЖЖ. Графики были сделаны по старинке, это были стабильные картинки, на которые зритель должен был смотреть и восхищаться, верить или не верить, как это делали в ЦИКе. Но прошло еще 10 лет, и вот в начале 20-х годов 21 века появилась впервые возможность, я счастлив сделать этот дебют, интерактивного графика, в котором уже роль зрителя не отводится как статиста. Теперь даже зритель может поковыряться, построить свои графики, опровергнуть что-то и получить какие-то безумные или правильные результаты. Эти графики, как я уже сказал, сами себе считают, и их может построить каждый. И в комбинированный этот инструмент я уже стал до кучи добавлять уже знакомые нам инструменты по сайту Electoral Graphics. Это скаттерплоттеры Собянин-Суховольского, диаграмма Габдуль-Валеева, построители гистограмм, по которым мы можем ловить так называемую пилу Чурова, пики на ровных процентах. Самих графиков Шпилькина я запихал туда 4 штуки, потому как чтобы всем было понятно и всем понравилось. Вот, годы идут, мы совершенствуемся. По нашим следам идут новые исследователи, молодые. Недавно большое исследование начал по электоральным данным, по данным с выборов Единого дня голосования 2023 года Иван Шукшин, опубликованный на сайте «Голоса». По-моему, 5-6, я не помню, регионов, которые он сделал. Сделал он, хотя, конечно, по старинке, но ничем не хуже Сергея Александровича. Его работа позволила мне сэкономить время на перепроверке, найти какие-то у него ошибки. Но для начинающего исследователя было сделано шикарно, не хуже, как я уже сказал, Шпилькина. Ну, а мы сделаем лучше. Мы сделаем их интерактивными. Ну, в общем, наверное, этот экран и должен был показываться, а я не вижу, показывается ли этот экран. Итак, экран показывается. Все было хорошо. Как я уже говорил, Шпилькин номер раз в стародавней нотации описании. Шпилькин номер 2 с более расширенным описанием. Шпилькин номер 3, который должен быть самым правильным Шпилькиным, но он не прижился. Это на самом деле гистограмма, а диаграмма Шпилькина на самом деле гистограмма. И то, что мы изображаем ее площадями, сломанными линиями, это не совсем
правильно. Ну, скажем так, с научной точки зрения не идеально, но людям это привычно. Шпилькина также можно посмотреть в разрезе конкурентов, потому что не всегда их можно даже разглядеть. Один из плюсов интерактивности то, что можно зумить и на дне наших выборов наконец-то разглядеть наших мелких пигмеобразных конкурентов, пигмеобразную подставную нашу оппозицию. Мы сейчас смотрим на Москву. Ну, практически везде у нас такие пигмеи существуют. Интерактив еще позволяет нам выделять и присматриваться к отдельным персонажам. Или даже, допустим, к двум Воробьев до корректировки и Воробьев после корректировки. Например, так. Пользуйтесь всеми возможностями. Эта штучка помогает вам вернуться назад. Дыдынц. Это у нас был Шпилькин, который сравнивал лидера с оппозицией, с теми, кто занял второе, третье и последние места. Собянин Суховольский, который уже знаком по сайту Electoral Graphics, но он в этот раз стал с размерами участков. Размер участков очень полезная штука, она позволяет выделять корабли, у которых всегда 100% почти, может быть, какие-то госпитали маленькие. С другой стороны, она вот позволяет, как видите, дек выделять, который в этот раз вот этой черной дырой обрушился на нашу электоральную вселенную и засосал все участки, если говорить о Москве, в эту черную дыру все всосало, оставив только, по-моему, 10% за бортом. Пилачурова, как я уже говорил, это построитель гистограмм, по которым мы увидим, откуда берутся ровные проценты, а Московская область, к счастью для нас и к несчастью для них, дает нам такую возможность и разгадать эту старую загадку, целочисленные значения. Вот они, кстати, 85%, 87%, 80%, где-то тут вот 75% с горочкой процентов. Проблема ли это математики, так называемых дробей целочисленных, как-то они там даже называются, простых дробей, да. Или это дело рук, грязных рук фальсификаторов. Посмотрим, посмотрим. Ответ будет дан. Диаграмма Габдолева-Лиева, которую мы тоже все хорошо знаем, она самая простая, она откладывает только по одной оси, по оси Y. Какой-нибудь параметр по оси X у нас идет участки в порядке возрастания. Это очень часто хорошо видно по административное деление на самом деле в нашем случае. И если покрасить участки, которые принадлежат разным тикам, разным цветам, как сейчас, то вы увидите, что они как раз кучно и ложатся, что это в каком-то смысле это административная карта, карта административной принадлежности УИКов, ну и географическая тоже, которая связана. Так как у нас появился такой параметр, как размер, он нам дает возможность иногда вот так вот увеличивать его, чтобы можно было разглядеть. Я просто показываю все возможности интерактивных графиков, где вы можете, например, выбрать явку вместо лидера, и она будет немножко по-другому выглядеть. Как это пригодится, я потом покажу. И еще я добавил сюда часто очень полезную штуку. Это сравнение нашего парсинга с официальными данными ЦИКа, которые часто меняются, часто расходятся, а часто содержат ошибку. А могут у нас содержать ошибку, поэтому для самопроверки обязательно я это добавил, чтобы вы видели, насколько мы опираемся на реальные данные. В конце будет нас ждать некий такой, я ее назвал, справочная таблица. Это и итоги с одной стороны, если смотреть на все, но вы можете заглянуть внутрь и посмотреть, какие были цифры по Егорьевской городской, например, территориальной избирательной комиссии или даже по какому-нибудь из ее УИКам, ну вот с номером красивым 500, что они там нам нарисовали, какой небольшой участочек, 1000 человек. Вот такие удобные штучки могут нам пригодиться исследователям выборов, наблюдателям, но я сегодня покажу в комплексе, как с этим можно работать. Еще раз хочу сказать, что графики у нас интерактивные. Вы можете вот пошпильничать тут, немножко подвигать
это моя гордость, подвигать так называемую зону фальсификаций, куда вам захочется, и получить, какого вам захочется Шпилькина. Либерального, строгого или какого-нибудь среднего. Но тем не менее, это уже в руках исследователя, как нужно действовать и работать с данными. Итак, Шпилькин. Первая наш гвоздь программы Шпилькин. Значит, впервые мы его имеем в интерактивном виде. Я выставлю здесь 30. Что я выставил? Я выставил зону честных участков. Зона честных участков — это очень тонкий момент. На самом деле график Шпилькина, метод Шпилькина, он очень волюнтаристичен. И очень многое зависит от того, как мы назовем, как мы определим зону частных уиков. Метод состоит из двух шагов. Первым, на самом деле он нигде не описан, поэтому каждый его воспринимает по-своему. В моей вселенной метод состоит из двух шагов. Мы выбираем честную зону, и в этой честной зоне опираемся на честные участки. Мы вычисляем некий коэффициент превосходства лидера над другими соперниками. Часто удобно соперников вообще сложить, особенно в России, чтобы нивелировать маленькие расхождения между ними. И вот такой усредненный соперник, суммарный соперник и лидер сравниваются в честной зоне. В нашем случае это вот здесь. Это я назвал зона фальсификации. Но опять-таки ползунок вам позволит любую зону выбрать. И после чего мы берем этот коэффициент и потом уже, сейчас я покажу по всем кандидатам Шпилькина, потом уже вот по этой части, здесь у нас фальсифицировано, здесь у нас честно, здесь у нас фальсифицировано, но мы считаем, что вот эти ребята, вот эти наши ребята, позиционеры, наши дутые, честные, и мы благодаря этому коэффициенту, вычисленному здесь, вот этот вот, как мы тут пишем часто, Воробьев с корректировкой, этого честного Воробьева вычисляем. Соответственно, все остальное Воробьев нечестный. Вот это вот между это зона между синим и каким синим морской волны. Эта зона есть с так называемые аномальные участки. Вот здесь, на этом графике, где зонами она помечена, вот она красная. Так традиционно было названо, что эта зона скорректирована с коррекцией. На самом деле очень спорная формулировка, спорный термин, потому что на самом деле я бы сказал, что официальные данные это скорректированные фальсификациями и нагонами и прочими искажениями волеизъявления результат относительно реального. Вот реальный мы вынуждены под этими холмами всякого мусора пытаться найти, откопать, если хотите, слепить по образу и подобию конкурентов этого честного нашего Воробьева, честного нашего лидера. Ну, а остальное отбросить. Ну и тут начинаются нюансы. На российских выборах, кстати, очень трудно показывать, потому что я говорил про вот этих наших маленьких дутых конкурентов, и у них их разглядеть-то невозможно. Я уже показывал, ну если еще раз я напомню, если, конечно, мы не помним, я еще раз напомню, что я уже делал анализ по явке. Потом были выборы в Армении, я делал выборы по Армении. И это все пока складываю на один ресурс. Потом оно перекочует на Electoral Graphics. Но пока это здесь. Мы еще тестируем эти новые инструменты. И здесь у нас уже было, и журналистам я показывал, в интервью это было, диаграммы динамики явки, когда мы поймали, если помните, находку на рисовке, а потом и Подмосковье очень хорошо попалилось. Была история по Москве, где очень странно прирастала с каждым днем, с каждым отчетом явка. Потом у нас пришла Армения, здесь ее тоже можно посмотреть. И вот уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 губернаторов по единому дню голосования. Другого парсинга, к сожалению, на данный момент у нас нет. Но зачем я сюда зашел? Во-первых, это вам пригодится для самостоятельного анализа. Во-вторых, давайте посмотрим, как выглядит диаграмма Шпилькина-Кислинга в нормальных странах. Армению после революции можно называть смело нормальной страной.
все диаграммы, все зависимости, о которых мы обычно говорим, там резко восстановились. До революции это было практически Россия, после революции это практически Франция, чем они гордятся. И вот, например, кстати, Францию тоже я могу показать, но чуть попозже. И вот так, например, выглядят выборы в Совет старейшин города Еревана, это горсовет. Если вы видите, у нас лидер. Лидер это гражданский контракт, civil contract, гражданский договор. Они хотя и лидеры в индивидуальном зачете, но в суммарном зачете они, конечно, проиграли. Слегка там ноздря в ноздрю они пришли. Говорят, проиграли пока. Но сейчас идет еще пересчет. И вы видите, что конкуренты, вторая партия Национальный прогресс, третья партия Мать Армения, вот они идут такими же абсолютно повторяющими лидера распределениями. Это по оси X у нас отложена явка. И мы видим, что они где у лидера пик, там пик у практически всех. И также картина повторяется и с провалами. И они, собственно говоря, симметричны относительно, они друг друга повторяют. Они как братья на самом деле, они в общем-то порождены одной и той же электоральной системой. И на самом деле в честной электоральной системе, как сейчас у нас на экране, кстати, всегда рекомендую распахивать. Эта штучка сделана для переменного размера экранов, я ее делал, и она лучше всего выглядит, когда ей дает возможность распахнуться. Так вот, у нас в Армении получились они параллельными, такими, как их назвать, да, братьями. Они рождены одной и той же электоральной системой. И, в принципе, для честной электоральной системы не должно быть разницы. Ты представитель власти, или ты сильный лидер, или ты второе, третье, пятое место. Если она равным образом обрабатывает всех, то она равным образом должна, и все зависимости должны быть похожими. Ну вот мы сейчас видим на экране. То же самое было в Турции. Мой предпоследний анализ выборов. Та же самая картина прослеживается в Турции, но не в России. В России, конечно, такого нет, к сожалению, потому что там в России применяется огромный админ-ресурс, и лидер искажает, очень сильно отличается. Он уже не равен всем остальным братьям. Он уже не братья вы мне, вы оппозиционеры чертовы. Но, тем не менее, в нормальных странах должно выглядеть так, и оно так и выглядит там. В ненормальных странах выглядит сяк, и мы с большим трудом можем разглядеть этих наших маленьких, мелких оппозиционеров. Ну, и говоря об Армении и Кислинге, который был основоположником метода, он бы как раз в этот раз был бы доволен армянскими выборами. Но, с другой стороны, если бы такие выборы были с самого начала, он бы свой метод не открыл, и мы бы не смогли ловить наших жуликов в наших мутных водах российских выборов. Таким образом, если кратко резюмировать метод Шпилькина, то мы по образу и подобию конкурентов, оппозиции, которые мы считаем, что не фальсифицируют, лепим честного победителя с помощью вот этого коэффициента превосходства. Выделяем из официальной части, вот это вот вся вот официальная часть, мы выделяем честную часть и остальное называем нечестной. В традиционном описании вот так вот оно выглядит. Что дальше начинается? Мы делаем для вас курс по ознакомлению с интерактивными графиками, которые, как бы сказать, позволяют вам самим строить. Это, по идее, должно повышать доверие. Вы будете смотреть сами. Тут у Шпилькина выползает одна очень интересная особенность, потому что обычно исследователи это место не называли, не обращали на него внимания ваше, почему я ввел такого Шпилькина с расширенной нотацией, как я это назвал. На самом деле у Шпилькина не просто аномальные есть голоса, а есть аномальные голоса Шпилькина. У Шпилькина, может, и нет голосов, у метода Шпилькина. Есть аномальные голоса с избытком, а аномальные голоса с дефицитом. Ну, с избытком понятно. Если у нас есть честный Шпилькин, а у официального Шпилькина, честный Воробьев, а у
официального Воробьева есть некий избыток, то понятно, что ему это дело нарисовали известными нам методами, неоднократно описанными, и с ними, в общем, понятно, с этими голосами. Их раньше называли аномальные, но на самом деле не всегда так, не все так просто. Если начать стать самим Шпилькиным, вы станете сами себе Шпилькиными и будете произвольно определять зону честных голосов, а как я уже сказал, именно по этой зоне определяется коэффициент превосходства, и по этому коэффициенту превосходства дальше все считается, и если эта зона будет слишком широкая, то мы вдруг обнаружим, коэффициент превосходства станет таким большим, что в некоторых районах, вот, например, здесь, опять воспользуемся чудом интерактивности, отзумимся, вот эта часть, например, она является необъяснимой. Кто-то взял у официального Воробьева, украл голоса. Я ее назвал аномальный дефицит голосов. То есть, по идее, расчетный Воробьев должен был быть 5000 при этой явке, а настоящий... ой, извиняюсь. Ну да, это официальный аномальный дефицит должен быть в 5, то есть он тут должен быть 13 где-то у нас по старинке. Эта зона должна выглядеть... Вот она, эта зона по старинке. Зона по старинке, вот этот пик, вот он 14 должен тысяч, так называемый Воробьев с коррекцией, а он набрал всего лишь 8,5. Странно, но это не только у меня странно, это всегда такое было, вы просто не обращали, я боюсь, внимания. Потому что если посмотреть, например, даже на Ивана, которого я недавно хвалил, не зря. Вот его график. И у него тоже есть эта зона. Видите, вот эта часть, когда расчетный скорректированный Воробьев оказался выше официального. То есть как будто у официального кто-то украл. И вот здесь, вот в этой зоне у него тоже происходит избыток. Как это произошло? Ну, у нас сейчас опять-таки не забывайте возвращаться этой кнопочкой. Если повторить расчеты Ивана, они где-то вот так должны выглядеть. Они выглядят вот так. И вот этот пик, вот это места и вот это место у него нарисованы вот так и вот так. Эта штука есть. Это неотъемлемый факт. Просто к нему не привлекали внимания. Но так как вы становитесь теперь сами Шпилькиными, то вам нужно это знать. Эта зона, я ее назвал аномальный дефицит, потому что у официального Воробьева вдруг образовался здесь дефицит. Не то что избыток, который можно понять, а дефицит. На самом деле это главное следствие этого. То, что мы слишком большой коэффициент превосходства ему дали, и он такое превосходство уже не может догнать в зонах, где меньше всего было сфальсифицировано. Поэтому они вот здесь и торчат. Они торчат, как правило, там, где явка была благосклонна, честная, и участки честные, и, соответственно, мы слишком много хорошо о нем думаем. Это один из поводов сдвигать его обратно. Говорить, что мы слишком широко страктовали зоны честных уиков. Тогда они начинают уменьшаться. Естественно, потому что они считают уже по этому куску, а не по всему вот этому раздутому безобразию. До этого мы это безобразие сюда включили, вот эта часть. Она стала как бы честной, ну, соответственно, коэффициент превосходства у него раздулся. Этот раздутый коэффициент превосходства не может объяснить вот это место. Ну ладно. Хватит об этом. Так Шпилькин работает и сам себе считает, поэтому у меня появился аномальный дефицит, что я назвал расширенным описанием. Иногда людям непонятно на самом деле, как эти графики выглядят. На самом деле они неправильно. Понятно, что им непонятно, потому что на самом деле эти графики нужно строить как гистограммы. Это не есть то, что должно строиться вот этими нашими ломаными площадями. Принцип построения — это распределение по бинам, и уже потом явка. По размеру явки определяется бин, которому принадлежит тот или иной участок. Голоса на нем за каждого из кандидатов складываются отдельно, и таким образом происходят все расчеты. Ну, у нас уже традиционно считается, что нужно ломаными. Ну, давайте ломаными будем. Но я здесь сделал еще и
скажем так, научно более правильные. И ничего страшного в этом нет, потому что интерактивность нам позволяет использовать абсолютно одни и те же данные. Одни и те же данные берутся из одного источника, и просто 4 разными способами они визуализируются. Хоть миллионом способов я могу сделать, ничего страшного нет. После настройки этого инструмента, закачки туда данных, никакого больше труда, кроме вашего времени, он не требует. Так, мы посмотрели на Шпилькина, и теперь стал вопрос, что есть такая истинная явка. На самом деле вопрос очень важный, как я вам покажу. Ну, начнем с Ивана, потому что сам Иван в своем исследовании писал, что от наблюдателей, наблюдавших за выборами и приславших протоколы, они подтверждают, что 25% реальная явка в регионе. 25%, еще раз скажу, это вот эта зона. Или если смотреть на график Собянина-Суховольского, как мы на него посмотрим, мы на него нажмем. Это вот эта зона, 20-25%. Мы, кстати, видим, что у Воробьева здесь не самые блестящие результаты. Они, конечно, великоваты, в районе 70%, но не ужас-ужас, не вот эти вот там 90 и все это такое. Ну и, соответственно, здесь у оппозиции хоть какие-то реальные цифры есть. Не то, что они сильно реальные, но, по крайней мере, не такими пигмеями они кажутся. Вопрос. Во-первых, ну я уже говорил, что Иван сообщил нам об этом, но почему-то он сослался на некий алгоритм, который он не расписал, и его алгоритм заставил его отнести к честным участкам все, что до 70%. Я так примерно оценил, потому что у него там у Воробьева избыточных голосов, там 104 тысячи. Это где-то вот соответствует примерно такой конструкции. 97, ну тут очень трудно попасть, немножко 1000 туда, 1000 сюда. Ну, допустим, пускай будет вот так. Сколько у нас считал? Ну, 104, 106. У Ивана 104 аномальных голосов. В принципе, картинки вот так совпадают по вот этой части. Здесь выступ, здесь краснота у нас. Здесь краснота, здесь у нас выступ. Ну, все как бы как есть, но слишком жирно будет этому Воробьеву эту часть. По крайней мере, мне так кажется. Я сейчас попробую обосновать, почему. Люди говорят, что 25%. Хорошо, запишем это. Посмотрим, что говорят цифры. Одна из цифр, которая нам должна помочь определить явку, это диаграмма Габдуль-Валеева. Мы ее можем построить по выбору, но мы можем ее построить и по явке. И здесь мы увидим одну очень примечательную вещь. Потому что та зона, о которой говорят наблюдатели, это до, ну, назовем ее там до 30%. 25 они говорили, ну, пускай будет 30, я просто хочу показать вот эту зону. В ней есть участки из разных районов Подмосковья. Это очень важно. Это не капризы какого-то электората протестного, допустим, там какого-нибудь Наукограда продвинутого. Нет, это совершенно разные участки. Тут можно посмотреть, это Воскресенская городская, Долгопрудненская городская, Дубнинская, ну это Наукоград, Королевская городская, это город фальсификаторов, но даже в ним есть частные участки и так далее и тому подобное. По всему региону есть у нас такие странные аномальные участки. На самом деле они не аномальные, они на самом деле реальные, а аномальными являются остальные, которые выдали вот такую явку. На самом деле люди, которые наблюдают за выборами, они знают прекрасно, как происходит, как в природе вообще появляются такие официальные данные удивительные. Как правило, это честная комиссия. Такое бывает очень редко. Как правило, это какой-нибудь упрямый наблюдатель, который стоит там до конца, или группа наблюдателей, сейчас ведь это 3 дня было, которые сменяют друг друга, наблюдают, и им удается редко, на редких участках, но отстоять реальные результаты. Честь им и хвала, потому что благодаря этим реальным результатам мы и можем восстановить общую картину, как мы сейчас и делаем.
Теперь у нас к расчетам, к показаниям свидетелей 25%, как говорили наблюдатели, еще добавляются вот эти официальные участки, которые со всего региона сигнализируют, что что-то здесь не так. Ведь можно понять, почему комиссии фальсифицируют вот эту зону. Им нужно показать большую явку, им нужно показать гиганта, Гулливера среди лилипутов, этого нашего Воробьева, этого нашего губернатора, но совершенно никто из них не заинтересован рисовать низкие проценты. И как вы потом увидите, или как вы уже видели, по Собянин-Суховольскому низкие проценты явки, то есть мы говорим вот об этой зоне, они также соответствуют и низким процентам губернатора. То есть, ну вообще никому. Qui pro des, да, кому это выгодно, никому из комиссии это не выгодно. Если бы оппозиции это было выгодно, и оппозиция бы могла преодолеть моральные какие-то свои рамки и что-то там намухлевать, а все равно у них бы не получилось, потому что у них на самом деле нет административного ресурса что-то рисовать. Поэтому единственное, что мы можем говорить про фальсификаторов, они все увеличивают и все раздувают, но никто из них не преуменьшает. Поэтому это лишний раз дает нам уверенность в том, что вот эти низкие явки являются более честными участками, чем здесь. Здесь уже есть выгодополучатели, здесь выгодополучателей нет, а участки есть. Как получается высокие, нам известно, с фальсификациями никогда не было известно, как получаются низкие. Окей, второй пункт нашего доказательства – это то, что у Габдульвалиева маленькие проценты. По Габдульвалиеву с маленькими процентами, участки с маленькими процентами существует. Так, теперь еще заглянем в одну вещь. Я уже показывал тот склад диаграмм, которые мы уже делали по ходу голосования. Мы взорвали танцпол историями по рисовке в находке. Был такой график, такая диаграмма, опять советую всем распахивать, которая показывала в динамике, изменение явки в динамике. Все комиссии делают отчеты, о ходе голосования. Они там делают их по определенному, где у нас Московская область, по определенному плану, допустим, в пятницу в 3, в пятницу в 8, в субботу в 3, в субботу в 8 и потом в течение дня голосования почаще. Вот мы выбрали Москву и посмотрели на их данные. Я вкратце напомню, что значит что, благо опять-таки нам позволяет это все делать интерактивность. Вот этой штучкой можно выделять отдельные элементы диаграммы, что тоже полезно и что тоже большая польза от изобретения 21 века интерактивных диаграмм. Что мы видим? Что разные комиссии, каждая точка это комиссия, как на диаграмме Габдульвалиева по оси X они отложены административно, а по оси Y мы имеем явку, которая изменяется от отчета к отчету. Вот в первом отчете в 3 часа первого дня голосования в пятницу они сказали, нас проголосовало столько, но есть какие-то ухари, которые сказали, что у нас проголосовало вот так. Или вот эти красавцы. Это просто песня. Кто это у нас такие? Это у нас Королевская городская. Вот вся Королевская городская, так как это административная карта, решила не париться, а просто, не отрывая пальца от калькулятора, отрапортовать о таких нечеловеческих показаниях. Они на самом деле нечеловеческие. Человеки, они так не голосуют. Человеки голосуют вот так. Человеки голосуют вот сяк, но вот так человеки не голосуют. Однако Королевская территориальная избирательная комиссия тупо сказала, что вот у нас там 15,9-16% проголосовало. К вечеру они сказали, так проголосовало, и так эта шеренга и маршировала бы дальше, если бы они продолжали заниматься этим безобразием. Так она маршировала, кстати, это кто у нас такие? В Павлово-Посадской городской, прям практически до последнего дня голосования. Вот эти синенькими помечен последний день голосования, когда они уже более-менее стали превращаться в
нормальных людей. Как видите, у них появился разброс. Но что это нам подарило? Это фальсификация, как всегда, жулики оставляют следы, и эти следы нам очень помогают. Смотрите, что получилось. Например, фальсифицировали господа из Балашихинской городской. Они сфальсифицировали 14, сфальсифицировали 24, сфальсифицировали 35, потом бросили это дело. И каким-то самотеком тут уже хаотично наголосовали люди. Получилось 55. 55 минус 35, примерно 20% реальной явки мы вычленяем из этой их рисовки. Вот эти господа в Дмитровской городской, они тоже не дурака валяли, они рисовали, Дмитровская городская, да, они рисовали с 8%, 15%, вот я вижу рисовку до 30%, а потом бросили. И самотеком набежало до 51, то есть с момента рисовки набежало 20%. Я пока примерно, потому что наша задача определить зону честных участков. Так, это кто у нас были? Это здесь. Ну, эти кто у нас такие? Королевская городская. Что у нас Королевская городская творила? Рисовали до 14, нарисовались до 30, потом бросили это дело хаотично, натекло до 60, то есть здесь порядка 30%. Вот между этими шагами 30% явки. Ну, будем считать, что 30% мы их не поймали, а на остальном мы их поймали. Хуже всего, конечно, дела обстоят у вот этих вот. Они, Павлово-Посадская, они дорисовались до... Ох, дорисовались они у меня до 77%, а потом реально людей натекло до 84%. Ну, сколько им дать? Ну, пускай будет 10% явки, где нет фальсификации. Ну и напоследок, допустим, вот этих мы посмотрим. Тоже интересно, они не рисовали в начале, потом нарисовали что-то, 31%, потом опять бросили. Если это рисовка, 50, а тут 30, а официально, ну, а натекло нормальным ходом 51, ну, то есть опять у нас есть 20% явки. То есть такая динамика нам показывает, что порядка 20%, ну, максимум 30% мы здесь вычленяем хаотичного прихода людей над теми рисовками, которые делали комиссии. Здесь непонятно, что происходило, каруселили ли они или как-то по-другому делали, они не оставили следов. Эти оставили следы, по этим следам мы тоже вычислили по динамике явки, что 20-30% явки, и мы имеем честные. Хорошо, в отличие от Ивана Шукшина, мы говорим: нет, господин Воробьев, нет, Воробьев, нет, Воробьев. Давай посмотрим, что у тебя будет при 30%. При 30% эта зона сильно увеличивается, зона красных аномально украденных, аномально избыточных голосов сильно увеличивается. Мы должны говорить, что, обратить внимание, что не сильно изменяется процент, потому что эти раздутые голоса, они попадают и в знаменатель, и в числитель. И если официально у Воробьева 83%, то после того, как мы его даже ужали и ограничивали его честную зону, зоны 30%, все равно у него получается 73%. Что 73, что 83, честно говоря, одно и то же. Огромное преимущество. Разбил на голову вот этих вот пигмеев, которых ему подобрали, для того, чтобы он их разбил на голову. Ну, вопрос-то как раз стоит не в этом. По этому поводу вспоминается судьба плачевная многих губернаторов, кстати, но мне больше всего нравится история с Меркушкиным и с Самарской областью, когда он такой был любимый губернатор, многолетний, а потом его взяли, сняли и отбросили его куда-то там, его бросили к шаманам бить в бубен, что-то там финно-угорские племена его забросили, и никто не пикнул.
такой был знаменитый, такой был любимый народом губернатор, никто не пикнул. На самом деле нет у них никакой поддержки. На самом деле вот эти воробьевские раздутые проценты не с процентами ему страшны, а вообще отсутствием людей, которые за него голосовали, они ему страшны. Это, кстати, видно и по всем военным авантюрам, по всем другим авантюрам, когда вдруг власти нужна поддержка людей, они наталкиваются на то, что ее нет. Проценты большие, а людей нет. То же самое происходит с Воробьевым. Но посмотрите, что получилось. Если мы берем явку в 30% честная, вот эту зону честных явка, это мы считаем нечестными, то у Воробьева избыток 1,5 миллиона человек. Нечестных голосов у него. У него было 3 миллиона, и один этот сдвиг нас ополовинил всю его поддержку. И в чем этот сдвиг еще надо подумать, насколько он оправдан, насколько это вообще схема метода Шпилькина работает в случае России, потому что мы опираемся на то, что эти оппозиционные голоса честные, и мы по их образу и подобию с помощью коэффициента превосходства восстанавливаем вот этого Воробьева. Если же мы вдруг обнаружим, а мы это обнаружим уже обнаружили, потому что явки такой не было, соответственно, этих голосов тоже не было. Если но мы не можем это сейчас пока доказать, мы пользуемся вот методом, каким он есть. А если бы этих оппозиционеров было бы здесь меньше, и сам Воробьев был меньше. Но тем не менее, уже один этот сдвиг, одно это расследование в 2 раза с 3 миллионов до 1,5 миллионов снизило его поддержку. Еще почему не хотел я очень долго Шпилькина автоматизировать. Вот что происходит у Ивана. У Ивана считается и честная зона вот это, мне кажется, очень жирно. И нехватка там у него было 104 голоса, ну, где-то здесь, чуть-чуть здесь. Вот, то есть, в принципе, разница между избыточными голосами, аномальными голосами в 104 тысячи и в 1,5 миллиона в 15 раз. То есть, все зависит от того, как вы оцените честную зону выборов. Нетривиальная задача, но вот в данном случае я привел методы Габдульвалиева, я привел динамику явки, которая показывала уровень фальсификации. У нас есть слова наблюдателей, показания Собянина-Суховольского, опять-таки. Да, Собянина-Суховольского мы говорили, но я не произнес это важное слово «хвост кометы». Вот эта часть, низкая зона явки в нечестных государствах, часто напоминает хвост кометы, потому что здесь на самом деле находятся честные результаты, которые потом размазываются вот в эту сторону фальсификациями. Вбросы, карусели, подобные манипуляции, они увеличивают явку по этой оси, и они увеличивают результат по этой оси. Поэтому вот туда уходит хвост кометы. А ядро кометы, которое считается честными голосами, оказывается здесь. И судя по этой картинке, хвост кометы как раз в районе 25%, ну хотите, до 40%. Даже если 40% подарю Воробьеву еще 10%, сильно его жизнь не должна улучшиться, потому что тогда... ну сколько ему достанется? Тогда ему достанется миллион, у него достанется, 2 миллиона у него будет скорректированных вместо 3. Ну, все равно миллионами мы тут разбрасываемся. Но, тем не менее, мы взяли несколько вариантов оценки, и она все равно показывает, что у Воробьева миллионные, 1,5-миллионные приписки. Не кажется мне, что 100 тысяч мне жалко для него, как это было у Ивана. Ну что ж, в этом проблема Шпилькина, в том, что он несколько произволен в области определения этих аномалий. Ну, он хорош, чтобы показать, насколько было искажение и насколько не, скажем так, не пользуются популярностью вот эти господа, которые говорят о победах. Но, тем не менее, какой есть, такой есть. Мы берем цифры и рассматриваем их. Я бы хотел еще показать большую пользу комплексного подхода в разгадке одной старой доброй загадки. А старая добрая загадка у нас связана с Пилочурова. Если вы помните, Пилочурова — это ровные проценты, пики на ровных процентах. И обычно эти графики строятся по всей стране.
И обычно, конечно, в 100 тысячах голосов, в 100 тысячах участках трудно найти вообще, кто это нахимичил. К счастью, в Московской области химичат от души, и можно, кстати, показать, откуда берутся эти пики на примере сравнивая гистограммы Пилечурова с Габдульвалиевым, который показывает нам, как я уже говорил, административное деление, а так административная карта результатов. Что у нас видит? Мы можем посмотреть на... Что это у нас такое? Это у нас лидер. То есть, что обычно рисует? Рисует обычно лидеру, хотя часто бывает явку, как мы видели, вот эти уступы в Подмосковье в течение первых дней голосования. Но в итоге они, конечно, хотят выйти на результаты. И результаты у нас какие? У нас результаты 80% торчит. У нас торчит 85%. У нас здесь торчит 75% с прихвостнями, тут такой даже бугорочек. Но у нас есть еще особые такие, особо хитрожопые товарищи, которые рисовали 84-83%. Я обращаю внимание, что бин специально построен очень маленький, чтобы мы могли отличить круглые проценты от соседних там каких-нибудь. Вот, например, если сделать его очень маленьким, то есть попасть сюда очень трудно. Это десятая доля процента. Даже здесь остаются такие пики, как 85% и 80%. И даже 79%. Что-то они там на уровне 79 пытались мутить. И вот 90 здесь. Но они чуть-чуть распадаются. И сейчас я покажу, откуда они вообще в природе берутся. А в природе они берутся, конечно же, не всегда, кстати, от комиссий, но часто от комиссий. Часто, кстати, спрашивают, а есть ли в других странах такие вещи? Да, кстати, в таких других странах такие вещи есть, но они на самом деле никакой роли не играют. Когда-нибудь, изредка, вот, например, если взять выборы последние в Армении, вы тоже здесь увидите, если захотите, какой-то странный пик. Ну, пики они где угодно могут быть, потому что статистически распределенные 77%, 79%, тут 81%. То есть вообще ничего круглого, это мы по лидеру смотрим, да, я не наблюдаю, вот 75%, но если у нас лидер 80%. Это выборы 2018 года, прошу прощения, удивился, такие проценты. Да, есть у нас такое распределение и по 2018 году, вот в 2023 году, что-то я опять, наверное, не то нажал, в 2023 году, вот на днях буквально у нас были выборы. Теперь там, конечно, не так блестящая партия Пашиняна выступила, как в 2018 году после революции сразу. Бледненькая у них, 30%. Ну и вот мы видим 31,2%. Что это такое вообще? Кто-то рисует. Что-то у нас такое 31, 34, 35. Ура, у них есть 35. 25. Ну, 25 не сильно подозрительно, потому что никто не будет рисовать меньше среднего. Если бы они рисовали больше среднего. Но все вопросы снимаются, когда вы смотрите на распределение. И вот где эти 35, вот эта зона 35. И что мы видим? Да ничего мы там особо не видим. Где-то у нас зона 35. Вот эти зоны. Ну и что тут такое? Вот этих 3, наверное. Участка. Другое дело наше любимое родное Подмосковье. Где у нас любимое родное Подмосковье? Так, вот они нарисовались, наши подозрительные зоны 85, 84. Что мы наблюдаем на графике? Откуда это все взялось? В отличие от Армении, здесь у нас, конечно, все как на ладони. Наши ребята не ленятся, а просто рисуют и все. Не доверяют вообще избирателю получению результатов. Они это делают сами. Нельзя людям доверять такую ответственную государственную работу. А если мы возьмем сделаем покрупнее, что нам позволяет, кстати, опять-таки же интерактивность, и начнем изучать, что тут нам понарисовали комиссии, откуда у нас такие пики. Ну, вот это место мне сильно не нравится, потому как вот это место мне нравится, это распределение, так распределение, это мне нравится. Вот этот разброс в
Господи, 10%, ну, совсем не нравится. Он сделает в пик 85, вклад сделает в этот пик, но опосредованный, кто-то в него попадет. Вот эта групповушка мне тоже не сильно симпатизирую, я к ней. Что там, 3 участка подряд, 79,1, 79,1, 14, десятая, сотая доля процента разницы. Ну, бывает, наверное, только в Подмосковье такие. Не играйте никогда в лотерею в Подмосковье. Теория вероятности там не работает. Вот эта зона. Вот эти ребята точно сделали вклад 85%. Не явненький такой, но сделали 80%, прошу прощения. Вот эти ребята делали вклад 85%. Ну, так тоже с фантазией, как видите. Кстати, Иван писал, Шукшин, о том, что где-то есть какие-то участки, которых, как он сказал, перед 85 разрежения после уплотнения. Я, честно говоря, не заметил таких наблюдений. Вот, например, на 85 рисовали и в основном чуть ниже. Не добавили, не добирали. Но это все по сравнению... Блекнет, все блекнет по сравнению с такими господами, как из Лосино-Островской, которые сделали хороший вклад в пик 80%. Вот вы, ребята, ну им помогли, конечно, из Люблинской комиссии, но в основном они сделали этот вклад сами. Молодцы, не посрамили. Сколько? 80%. Ну, конечно, нельзя разделить целое на целое и получить ровно 80%. Получится у нас полтора землекопа. Поэтому у них немножко там 79 туда, 79 сюда. Ну, все это ложится в бин 80%. А эти ребята были хитрые. Вот это, ребята, вот перед этим я снимаю шляпу. Эти Литкаринская городская, она рисовала 84%. Она была хитрее всех. Она была хитрее всех. Конечно, на этой графике вот они попались с этими 84%. Но в конце концов нужно снять шляпу. Это не простые ребята. Эти ребята с хитрецой. В отличие от них, Люберецкая городская рисовала тупо 85% и легла в основу этого пика. Делала свой вклад в государственное дело фальсификации выборов. Ну вот так я, наверное, показал. Что-то нужно оставить вам, потому что здесь много ручного труда. Эта комиссия мне очень понравилась. Здесь была какая-то хитрость. Я не знаю, часто мы в Белгородской как-то наблюдали, когда они по четный-нечетный делили четный-нечетный и пытались там как-то распределить вот этот рисованный результат. У них получилось две линии. Эти тоже какое-то ожерелье тут плели. В принципе, они делали вклад в 75%. И у нас действительно есть некий 75 холм, вот это холм, и вот это вот подпевка у нас есть. Вот это, вот эти сделали вклад в холм, а это вот та подпевка. Да, вот здесь они явно сгрудились больше, чем стоило, и мы бы их не поймали, но они тем не менее сделали. Вот эти ребята молодцы, они ложились на 85%. Чуть-чуть добавляет, чуть-чуть. Ну, видите, да, как распределенные, правильно распределенная ТИК и, скажем так, неправильно распределенная. Это Раменская городская. Спасибо Раменской городской за наш острый пик на 85%. Ну, наверное, можно на этом остановиться. Мне кажется, связь рисователей и пиков на графике Пилея Чурова достаточно очевидна. Данный момент, и мы видим даже не то, что мы привыкли наблюдать в 85, 80, 75%, но еще неких хитрожопеньких комиссий, которые рисовали 83, 84%, ну и те, и другие сделали вот этот вклад. Вот у нас 83% и 84%. Вот так рисуются данные, вот так появляются ожерелья Габдуль-Валеева на диаграмме Габдуль-Валеева и пики на пике Пилы Чурова. Я бы еще хотел сказать про проверочную таблицу. Давно о ней мечтал и впервые я ее реализовал, которая показывает расхождение официальных данных и данных в парсинге.
Потому что мир несовершенен, мы можем допустить ошибку, и потом господа из ЦИКа нам этой ошибкой будут тыкать и говорить о том, что вы, ребята, там непонятными данными оперируете. Мы оперируем понятными данными, взятыми с вашего сайта. И вот эта диаграмма сравнения, таблица сравнения, она должна показывать расхождение нашего парсинга и официальных итоговых цифр. Потому что это расхождение появляется не только из-за наших ошибок, оно еще появляется из ошибок ЦИКа. Были случаи, когда не только вводили дистанционное электронное голосование, у них там на миллионы расходилось в моменте. То есть в один и тот же момент мы смотрели на результат, где было, могу соврать, там 4 миллиона каких-нибудь голосов. А когда мы смотрели на цифры, у них было 3 миллиона. Когда мы смотрели на комиссии, в комиссии отрапортовали о 3 миллионах. Откуда в итогах появлялись 4 миллиона, откуда в итогах появлялся лишний миллион, ну, как бы, науке неизвестно. ЦИК нам никогда ни на что не отвечает. И получалось, что просто их система сломалась. Потому что раньше газ выбора это был идеальный калькулятор. Мы брали итоговые цифры, сравнивали с его подсчетами и никогда не находили ошибки. Потому что правила математики, они действуют даже в России. Но с какого-то момента они перестали действовать. И сумма слагаемых вдруг стала расходиться с суммой. Печальная история. Вот такие ошибки тоже у них бывают. В данном случае иногда расхождение связано с тем, что парсинги и итоги бывают разного времени. Например, мы парсили данные через примерно неделю после окончания голосования, то есть примерно 17 числа, а сверку я провел вчера. Сверку я провел, то есть 24 сентября, через еще одну неделю. Как время-то летит. И вдруг вы видите, какая-то получилась ерунда. Ерунда, конечно, ерундой, но очень характерная для наших избирательных комиссий. Каким-то образом у них число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, стало больше. Относительно того парсинга, который они публиковали раньше. Непонятно. Но самое чудесное превращение у них произошло с числом избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссии избирателями в помещении. Их вдруг стало больше на 300 штук. 300 штук, конечно, мало, но для показания того, как работают мозги этих людей, очень интересно. Откуда же они, откуда же они взялись, скажете вы? А у нас есть пункт номер 707, число избирательных бюллетеней, содержащихся... Нет, не то. Вот. Число погашенных избирательных бюллетеней. Число погашенных избирательных бюллетеней стало меньше. Погашенные избирательные бюллетени — это такие обезглавленные, обезуголоченные бюллетени. Они уничтожены, от них отрезали уголки, их выбросили, все. Но вдруг уголки к ним приклеились, или у них отросли свои уголки. Уголки отросли, и они вдруг оказались проголосовавшими, и вдруг они выдались избирателями. Вот такая вот фантасмагория произошла с сайтом ЦИК. Значит, уголки отросли, бюллетени выдались избирателям в помещении каким-то образом. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных урнах, тоже выросло. Значит, эти, сколько, 600 стало, было 300, стало 600. Значит, они выдались и бросились в урны. И они оказались действительными, о чем говорит пункт номер 9. 9 строка протокола говорит, что они стали действительными, их стало больше на 300. И самое поразительное, вы представляете, за кого проголосовали эти бюллетени, у которых отросли ночью уголки? Они проголосовали за Воробьева, ни за кого другого. Вот эта разница в 300 докатилась до нашего Воробьева Андрея Юрьевича. Ему и так было их мало, теперь у него на 300 больше. Вот такие вот зомби. Такими зомбами, кстати, снесли как-то Ищенко с поста губернатора Приморья. Но вот здесь они просто, я думаю, не знали, куда девать. Их жаба душила делиться Жигаревым, Наумовым и Никитиным, этими пигмеями. Они дали
с Анцеликому Воробьеву, этой черной дыре, которая все высосала. Ну окей, вот так вот мы сравниваем. В принципе, расхождение в 300 и даже тут вот в 1000 голосов сильной разницы не имеют. И я не думаю, что все наши выводы должны как-то пострадать от того, что у нас образовалось расхождение в 300 или 900 голосов. И, наконец, поиск данных. В принципе, поиск данных вещь такая удобная, я давно о ней тоже мечтал. Когда человек иногда меня спрашивает, дайте мне данные по какому-то УИКу, я говорил, ну вот мне опять лезть в таблицу. Теперь я лезть в таблицу не буду, я буду кидать эту ссылку, где он может посмотреть данные не только по всему региону, но и по Зарайской городской ТИК, территориальной избирательной комиссии, или даже он может свой какой-нибудь любимый 666 участок взять и посмотреть, какие данные были на участке 666. Кстати, у Воробьева, кстати, странно, не 666, 686. Но, тем не менее, вот таким образом такая справочная таблица теперь существует, ею можно пользоваться. Она, конечно, построена по нашему парсингу, видите, это вот 300 зомби-бюллетеней, они туда не попадут. Мы, правда, не знаем, откуда ЦИК взял их. По нашим парсинге нет. Но в 99% участков эти данные соответствуют действительности. Они соответствовали действительности на 17 число, но вот на 24 уже перестали соответствовать. И эта штука хороший повод продемонстрировать нам, как мы воспользуемся для решения одного маленького научного спора. Дело в том, что когда я изучал данные диаграмму Ивана Шукшина, я резанул глаз то, что в вот этом большом пике, а это дистанционное электронное голосование, как вы уже догадались, его пик показывает что-то больше 600 тысяч голосов. Что для моих данных несколько странно, потому что у меня, во-первых, их меньше в 2 раза, а так ошибочка-то не маленькая, 318 у меня, и это, честно говоря, вот чисто официально, это никакие не наши расхождения в расчетах и оценка честного или нечестной зоны участков области, доли участков. Поэтому у меня расхождение в 2 раза, конечно, вещь интересная. И так как это является для нас не тайна, это является для нас дегом, вот этот дег на этой же самой, на этих же самых 88%, 88,22. Соответственно, давайте заглянем в справочную таблицу и посмотрим, сколько в деге проголосовало. А дег легко выделить. Они выделили для него отдельную территориальную избирательную комиссию, назвали ее дег. И мы видим, что здесь у нас у Воробьева 311 голосов. 311 голосов, как у меня, ха-ха-ха. Значит, почему там 311 и не 317? Дело в том, что если мы посмотрим на результаты в области этих 88%, а в БИН 80% попадают 87,5%, 87,5 и там 88,5, наверное. Где-то вот так, наверное, попадают вот такие участки. Здесь мы видим не только дег, мы еще видим маленькие вот эти участочки, которые здесь тоже сделали вклад. Видимо, эти участочки и сделали нам вклад в эти лишние 7000, потому что в деге 311 у Воробьева, на пике 318, то есть 7000 достались ему от других участков, но никак не 600, как у Ивана. Поэтому вот эта маленькая табличка дала нам возможность установить, решить маленький научный спор. 300 или 600 тысяч голосов дал дег или в пике. Это, кстати, очень хороший пример того, что никому верить нельзя. И наш сам сайт Electoral Graphics построен на принципе смотрите сами своими глазами. Исследователи, как вы видите, тоже иногда допускают ошибки в 2 раза. Поэтому лучше всего, конечно, все перепроверять. И для этого, собственно, и делаются интерактивные диаграммы, интерактивный сайт с интерактивной визуализацией, где мы пытаемся объяснить эти методы и дать вам возможность самим в них поиграться. Ну, в общем, на этом все. Мы построили все, что могли, от Шпилькина, старого, нового,
с кандидатами, без кандидатов Собянин, Суховольского, Пилычурова, всех мастей. И спасибо, честных вам выборов. Никому не верьте, только самим себе.